Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. Сегодня мы снова будем готовить квас. Очень полезный, очень известный рецепт. А единственное, я не могу сказать, что он очень вкусный. Этот напиток пьют не для удовольствия, а для того, чтобы улучшить свое здоровье. Это мощный ферментированный напиток, созданный ученым Борисом Болотовым на основе лекарственной травы чистотел. Применяется в народной медицине для очищения организма и укрепления иммунитета. Я подробно расскажу вам, как его приготовить и принимать. Схема приема очень важна, поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Для рецепта нам потребуется прежде всего чистотел. Это лекарственное растение можно встретить повсюду. Собирать его следует только в период цветения до появления семян. Но даже если вы пропустили этот срок, всегда можно воспользоваться аптечным чистотелом. Он доступен круглый год. И теперь его нужно мелко нарезать. На 3-литровую банку требуется 1 стакан, это 200 мл. Но так как я буду делать квас в 1,5-литровой, то мне понадобится в 2 раза меньше, то есть 100 мл, полстакана. Режу я в перчатках, потому что растение выделяет желтый сок, который сильно пачкает руки. Высыпаю на кусок марли посерединке. И теперь обязательно нужно добавить какой-то грузик, чтобы мешок с травой у нас не всплывал с дна банки. Это может быть какой-то камушек или столовый прибор. Ну а я добавляю вот такие 2 стеклянных шарика. Марлю я хорошенько завязываю, чтобы содержимое не вываливалось в процессе заквашивания. Но это еще не все. К мешочку я также привязываю длинную тесемку. И чуть попозже я вам расскажу, для чего это делаю. Еще раз повторяю, что банка у меня 1,5-литровая, поэтому все ингредиенты кладу в расчете на этот объем. Но в описании под видео я вам также дам и пропорции для 3-литровой банки кваса. Наливаю сыворотку. Лучше всего брать козью. Я такой не нашла, поэтому у меня коровья сыворотка. Но это настоящее домашнее деревенское молоко. Наливаю не до горла, а только до плечиков банки. Засыпаю 100 грамм сахара и 1 чайную ложечку хорошей домашней сметанки. Все хорошенько перемешиваю. Вот видите, вода сразу же становится мутной. И опускаю сюда наш мешочек с чистотелом. Вот смотрите, как он лег на дно. Это сработали детские шарики. Горлышко завязываю марлей, тесемку, которая идет от мешочка, я вывожу наружу. Квас будет настаиваться в течение 2-3 недель. И его нужно будет периодически перемешивать. Делать это гораздо удобнее, если вот вынуть мешочек. И ставим банку в темное прохладное место, но не в холодильник. У меня, например, стоит в кухонном шкафу. В течение этого времени обязательно поглядывайте, что там происходит. И если сверху появляется плесень, ее нужно обязательно снимать. Это гораздо удобнее сделать, если вынуть мешочек с чистотелом. Именно для этого я и прикрепляю к мешочку такую длинную тесемку. Квас у меня бродит уже 14 дней. Давайте определять его готовность. Прежде всего обратите внимание на цвет. Он должен быть прозрачным, желтовато-зеленым.
Ну, а запах очень приятный, скорее такой яблочный, с легкой кислинкой. Хотя чистотел и молочная сыворотка, по идее, должны пахнуть очень неприятно. Нет, на самом деле здесь очень приятный яблочный аромат. И это один из главных признаков того, что квас уже готов. И, конечно, вкус. Давайте попробуем прямо сейчас. Вкус довольно приятный. Кисловатый и с легкой горчинкой, свойственной чистотелу. Конечно, это не лимонад, не коктейль, но пить для своего здоровья вполне терпимо и даже не противно. На дне толстый белый осадок. Это дрожжи, и вот ни в коем случае нельзя этот осадок удалять, когда мы будем сливать. Обязательно его оставьте в банке, добавьте еще сыворотки с сахаром, и квас будет снова у нас бродить. Вот готовый квас, который я только что процедила через марлю. Теперь я его накрою резиновой крышечкой и дальше буду хранить в холодильнике. Как видите, я не все процедила. Белый осадок на дне банки, около 200 мл жидкости и мешочек с чистотелом так и остаются у меня в старой банке. И теперь сюда нужно добавить молочную сыворотку, смешанную с сахаром, залить так же точно, как и было с первой банкой, и заквасить. Но на вот этой старой закваске квас у нас будет готовиться уже не 2 недели, а гораздо быстрее. От 4 и до 7 дней. И вот таким образом можно 3-4 раза готовить новую порцию кваса. Прием кваса начинайте с небольших доз. То есть по 1-2 столовых ложки за 20-30 минут до еды. Постепенно увеличивайте объем. Стандартный курс очищения организма обычно составляет 3 недели. В течение первой происходит привыкание к этому напитку. Пейте его по чуть-чуть и не чаще 3 раз в день. На второй неделе уже можно пить до 100 мл за один прием, но не чаще 3 раз в день. После окончания основного курса Борис Болотов предлагал для профилактики пить квас 1 раз в день по полстакана для закрепления эффекта. И такой профилактический курс может продолжаться еще до 30 дней. Квас противопоказан при бронхиальной астме, эпилепсии, остром лейкозе и сахарном диабете. При менее серьезных заболеваниях перед началом курса рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Если информация была для вас полезна, не забывайте поддерживать мой канал лайками, хорошими комментариями и, конечно, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Всем здоровья и удачи, ваша Травинка!